Привет! Мы в национальном заповеднике. Сегодня мы планировали пойти в фавелу, пойти в тур по фавеле. Самостоятельно туда лучше не идти, конечно же, но наш гид сказал, что там проблемы с электричеством, ему нужно все, там что-то решить свои проблемы, нужно быть дома, поэтому мы перенесли тур на завтра. Но мы решили, что у нас осталось слишком мало времени в этом городе, поэтому лучше использовать это время. И мы нашли очень классное место, которое находится в горах с очень красивым видом, красивой панорамой. Мы уже прошли, я думаю, где-то полпути. И на протяжении всего пути вы можете увидеть много велосипедистов. Изначально мы планировали пойти по лесу, сквозь джунгли, по тропе, но там закрыто. Как мы поняли, это из-за ковида. Ты любишь людские отходы, да? Она зацепилась хвостом. О, привет. Так, сегодня крекер у нас будет, да? Ты чё мусоришь? Таня и ее друзья. Никакого респондинга тебе. То есть бомжи в Бразилии делят своим пластике. Как вам эта мартышка, обезьянка? Я не про Таню. Не знаю, что вы, но я думаю, что единственный выход — это закрывать мусорные баки или поставить специальные мусорные баки, которые невозможно открыть. Такие, знаете, металлические баки, с которых животные не смогли бы красть, воровать еду. Да, Таня? Я так и живу. Ты ешь с мусорника? Ну, если я сначала приготовлю еду, то потом она даст. Таня, хочешь спать? Давление? Тебе 20 лет. Какое давление? Всегда. Да, мы это сделали. Сзади нас можете увидеть эту самую известную китайскую Chinese Vista называется по-португальски. Это, по сути, арка, да? Да. Это арка в китайском стиле, которая была здесь построена как символ, я так понимаю, благодарности китайским работникам, те, которые здесь выращивали чай в 19 веке. И здесь очень красиво. Находится она на высоте больше 300 метров. То есть идти сюда достаточно долго. Но здесь много людей, и здесь очень красиво. Еще здесь есть обезьяны, которые забирают у людей еду. Он реально грязный. Сейчас попробую запустить дрон и показать вам это все с воздуха.
нас получилось посмотреть на Рио с 3 разных точек, с 3 разных сторон. Мы имели возможность взобраться на гору Пау де Асукар, что значит сахарная голова, или что-то в этом роде. Побывали на монументе Иисусу Спасителю. И также вот только что были в китайской арке. Это точка, где открывается совершенно, ну скажем, другой вид на Рио. Есть такая перспектива с разных сторон, и открываются невероятные виды, каждый из которых по-своему уникален, по-своему особен, поэтому это очень незабываемое ощущение. С этой точки, кстати, можно даже увидеть фавелы, в которую мы сегодня собирались пойти, но, наверное, пойдем завтра. Мы уже внизу, и здесь есть такой стенд, где можно найти информацию про этот путь. Общая дистанция 4,5 километра, которые мы, кстати, почти прошли. Мы дошли до Висточениса, откуда открывается очень классный вид, но все обычно едут даже дальше. Здесь можете увидеть, что дорога делится на 3 типа сложности. Это низкая, средняя, высокая. Да, нам было сложно идти, даже идти. Некоторые люди тоже шли с велосипедами, но мы это сделали все. То есть мы прошли 400. 400 мы прошли. Мы почти до конца дошли. Так что если вы любите кататься на велосипеде, знаете, где это можно сделать. Поздравляю, ребята! Мы на Копакабане, на самом известном пляже. Я слышал, что здесь очень опасно, поэтому кадров много не будет. Здесь классно, но много людей. Конечно, я думаю, меньше, чем в сезон, но... Да. Yeah. Hey. Spüre die Sonne, das Meer von Rio de Janeiro. Komm, lass uns weg von hier, pack deine Koffer, ich sag dir wohin. An die Küste von Rio de Janeiro. Es fühlt sich an, als wäre dieser Ort wie für uns beide bestimmt. Komm mit mir an die Copacabana. Ich tanze für dich wie eine Diva. Die Nächte vergisst du nie wieder. Ich entführe dich heute Nacht an die Copacabana, ey. Komm, wir beide, wir nehmen den Flieger nach Rio de Janeiro. Wir starten dann einfach heute Nacht an die Copacabana. Ich will gern nach Rom, gern nach Paris, dann Montreal und danach nach Wien, aber sie will nach